Это самое обыкновенное яйцо. Мы знаем множество блюд из них, готовим их часто. Многие любят, особенно спортсмены, употребляют довольно-таки часто. Просто универсальный продукт. В пекарне, во всех выпечках фактически используется. Просто жареные, вареные, пашот, по-шотландски существует такое многообразие блюд, которых можно приготовить. Но я хочу показать вам сегодня 3 вида болтуньи. Все они разные, то есть одна моя, как я привык готовить, и 2 от известных поваров. Вот на примере такой вот болтуньи, которая у меня на булочке находится, вы увидите и сможете повторить у себя другие. Так что наливайте чай, и я желаю вам приятного просмотра. Первым рецептом я покажу свою болтунью, как я ее раньше готовил, как модно называть это, скрэмбл. Болтунья это, товарищи, называется болтунья. В принципе, так готовили у нас фактически все. То есть в чашку я беру, и просто для примера, 2 яйца разбиваю. Добавляю немного соли по вашему вкусу, либо по моему. Я для себя готовлю, поэтому по моему. И перца. Также добавляю совсем немного молока. Буквально чуть-чуть. И пока я сейчас буду все разбивать, беру немного масла. Я не знаю, грамм 20, наверное. И ставлю на очень слабый огонь, чтобы масло растопилось. То есть сильный жар давать не надо. В принципе, лишнее можно убрать. А яйца и молоко надо сначала раздавить желток. Так он будет гораздо лучше сбиваться. И просто превратить все в однообразную смесь. Кстати, недавно наткнулся на рецепт тоже болтуньи от одного хорошего, мною уважаемого повара. Так он специально сильно не разбивает, не превращает в однородную массу. Потому что говорит, мне так нравится. Ну, раз нравится, то пожалуйста. На самом деле я здесь хочу показать, что не стоит перегревать сковороду. И как даже нашу обычную болтунью можно приготовить очень вкусно, без поджарок снизу. Масло у меня растопилось, поэтому я беру и выливаю сюда всю смесь. И оставляю ее готовиться на среднем огне. Вот можно увидеть, что уже получается белок приготавливается. Краешки еще пока жидкие. Можно накрывать крышкой, но я не накрываю. То есть вот края уже начали схватываться. Но здесь присутствует еще жидкая часть. В последнее время я замечаю, что многие стали употреблять жидкой частью, то есть когда даже белок немного жидковат. Не только желток, но и белок. Это на ваш выбор. Хотите, готовьте полностью готовую, хотите, готовьте такую полужидкую, ее можно разбить на комочки. Вот можно заметить, что все схватилось, все уже достаточно таки не жидкое. Выключаю, беру тарелку. Видите, как обычный блин. Пожалуйста, первая болтунья готова. Чуть-чуть жирок присутствует, вернее даже не жирок, а масло. Можно завернуть его блинчиком, нарезать, использовать в салаты, как вы любите. Это вот пример самого обычного и в большинстве традиционного для нашей страны, для нашей, я имею в виду, это бывший СССР территории, болтуньи. Переходим к следующему, но снимать я буду на основной плите, поскольку если я здесь поднимаю сковороду, неважно кастрюлю, начинает пищать, ругаться, материться. Этого не хотелось бы избежать. Следующий рецепт. Итак, второй рецепт. Видите, что я нахожусь в непривычной для вас картинке. Это моя обычная старая кухонная плита.
Второй рецепт – это усовершенствованная английская болтунья от Гордона Рамзи. Как он именно ее усовершенствовал, как он ее видит. Я решил сделать на 3 яйцах. Вы смотрите, тут главное сам способ приготовления. То есть разбиваю 3 яйца. Добавляю сразу немного соли и перца. По своему вкусу солите, перчите. И при помощи вилки сначала раздавливаю, как обычно, желток, чтобы он лучше начал смешиваться с белком. А потом взбиваю все в однородную массу. После чего включаю комфорку и отправляю сразу, грамм, наверное, 30 масла, чтобы оно немножко уже начало растапливаться. Это просто необходимо. И перемешивать буду силиконовой лопаточкой. Очень удобно это делать, но вы можете применять свои подручные средства. То есть пока еще не начало растворяться, я уже сразу беру, отправляю яйца. И пока еще температура не достигла большого значения, сразу начинаю размешивать, потому что яйца должны смешаться также и с маслом. Сюда не добавляется молоко при таком, как вы сейчас увидите, приготовлении, иначе отделяется от молока сыворотка или еще что-то подобное. И в итоге получается, что болтунья плавает в такой водичке. То есть надо хорошо помешивать. То есть не ленитесь и постоянно помешивайте. Это займет небольшое время, но результат будет отличаться от той первой болтуньи, которую я показал, классическую, на мой взгляд, классическую по меркам жителя бывшего СССР. То есть видно, что уже начинает идти пар. Убираю мощность, но продолжаю помешивать. При этом, когда уже начали образовываться кусочки, к сожалению, может быть не видно, но, кстати, видно, то я снимаю с огня и размешиваю дальше. Потом ставлю на плиту на секунд 30 и продолжаю тоже помешивать. То есть такая закономерность. Примерно 30 секунд на плите, 10 секунд без плиты. И все займет это около 3-4 минут. Когда на дне начинают уже образовываться такие даже не пригарки, а слой, этого надо избегать. Возьмите еще немного совсем масла и добавьте сюда дополнительно. Подержали на плите, сняли с плиты. Субстанция становится все гуще и гуще. По-хорошему надо взять крем-фреш. Это тоже разновидность, очень похожа на, как ее, сметану. У меня нечто подобное. Крем-фреш. Примерно пол-ложки на эти 3 яйца я добавляю. И также все вмешиваю в массу. Видно, что уже фактически вся стала такими нежными комочками. Если получится, покажу на эту камеру. Еще надо совсем чуть-чуть. Это должно получиться такая очень нежная болтунья. Вы можете доводить до той консистенции, как нравится именно вам. То есть более густую или более жидкую. Решайте на свой именно вкус, цвет. Вот, в принципе, все готово. Только не забывайте про то, что сейчас яичница еще продолжает готовиться. Поэтому я собираю на один краешек, чтобы по всей поверхности горячей кастрюльки не происходило приготовление дальнейшего. И займусь сейчас сервировкой.
Пожалуйста, второй рецепт от Гордона Рамзи готов. Сейчас я попробую. Вам я хочу сказать, что приготовленная вот таким способом болтунья, она более нежная и за счет сметаны, либо же крем-фреш приобретает такую нежность дополнительную. Очень вкусно, необычно. Готовится просто. Пробуйте, делайте. Ну, а мы перейдем сейчас к третьему рецепту, наинежнейшему, если так можно сказать. Третью болтунью я сделаю по рецепту Хессена Блюменталя. Есть такой известный мировой повар. Если кто не знает, то зайдите в Google, в Яндекс, посмотрите, что он сделал. Я возьму 3 яйца и разобью ее. Да, предварительно я уже поставил воду кипеть. Это невероятно нежная получается болтунья. Очень отличается от предыдущих. К яйцам я сразу отправляю немного сливок и немного молока. Сразу добавляю немного соли и перца. Соль и перец это чисто индивидуально, делайте на ваш вкус, выясните, как вам больше нравится, и в дальнейшем делайте именно так. Также небольшое количество сливочного масла идет. И как вы наверняка догадались, готовить я буду эту болтунью на водной бане. Поэтому займет минут 15, немного дольше, но результат будет совершенно другой, не как в предыдущих. То есть стоит хорошо размешать. И массу я ставлю на водную баню. Естественно, надо будет помешивать, но сначала растопится масло сливочное, а потом уже начнет нежно, потихоньку приготавливаться. Медленно, при небольшой температуре. А пока болтунья набирает температуру, я подготовлю уже к подаче. То есть я взял 2 булочки, вернее одну булочку разделил на 2, как в прошлом рецепте, и беру копченого лосося. Я взял несколько ломтиков и просто нарезаю их на такие полоски. Теперь только осталось продолжить приготовление болтуньи. Если у вас есть металлическая полусфера подходящей формы, возьмите ее, будет быстрее нагреваться, потому что стекло надо приличное время, чтобы нагреться. И, кстати, чтобы не обжечься, надо взять перчатки. Поначалу вам будет казаться, что ничего не происходит, но наберитесь терпения, и минут через 10 уже начнет загущаться масса. Если брать полностью оригинальный рецепт от Хестона, то он еще приготавливает, как-то по-французски называется это масло. То есть берется масло в кастрюльке, вытапливается до темного цвета такого. И им еще сверху поливается, но я подумал, это уже будет чересчур жирно. Так что имейте в виду, если хотите, можете попробовать сделать такую масляную добавку. И будьте очень осторожны во время приготовления, не забывайте, что там пар, то есть кипяток. Соблюдайте технику безопасности. Посмотрите, какая болтунья получилась у меня. Поверьте, у вас получится не хуже. Если хотите, можете готовить ее до более густого состояния. Но вся прелесть этой болтуньи, то что ее не доводят до такого состояния, что вот как готовое жареное яйцо. Поэтому я выключаю. Сейчас будьте очень аккуратны. Я возьму подставку, перчатки, поскольку это все на пару нагрелось, и аккуратно сниму. Помните, кипяток внутри. Вот такое вот великолепие получилось. Оно не сильно густое. Если переживаете, что не приготовилось, не переживайте. Я специально взял термометр, проверил через термометр. Температура нужная была достигнута, то есть все готово. Теперь беру часть копченого лосося и отправляю в болтунью. И хорошенько это все
вмешиваю. Часть оставил я на доске. После чего беру булочки. Можно взять тостовый хлеб, можно просто батон какой-то нарезать, обжарить. По желанию можно взять какую-нибудь зеленушку, тот же шнит, лук или, прости господи меня, укроп, и посыпать это все дополнительно. И украшаю сверху остатками лосося. Ну разве это не великолепие? Вот я вам показал 3 вида приготовления болтуньи. Первый раз, когда я приготовил именно вот этот вариант от Блюменталя, это взорвало просто мой мозг. Это было настолько сливочно, настолько вкусно, настолько не похоже на то, что я привык к тому времени кушать и понимать под видом болтуньи. Просто ради эксперимента возьмите, сделайте. Великолепнейшее. Я просто вилочкой попробовал уже прям с чашки. Это шикарно. Ну, а вам я желаю приятного аппетита. Будьте здоровы. И увидимся совсем скоро. Пока.